Добрый день, подписчики и зрители канала. Буду пробовать начинать копать картошку этим великим изобретением грохотной картофелекопалкой. Она у меня украинская. Не знаю, как получится, будем пробовать. Пока тут не добавить, не прибавить, как есть. В процессе буду комментировать. Попробую еще ее вставь. Вот пошла. Были с ней проблемы, не подходила по отверстиям, она неправильно была просверлена. Как там в прошлых видео видно по ней. Металл оказался довольно слабым, и она благополучно подсверлил я и все. В прошлом видео я подогнул пруты. Ну, будем пробовать. Что-то ограничительные колесики, определяющие глубину. Посмотрим, как оно будет. Явно, что надо, наверное, колесики глубже ставить. Скажу сразу, надо снимать подножку. Подножка упирается в землю, надо ее убирать. Проблема, возникшая на данном этапе. Левая борозна, у нее есть канава. Мотоблок очень много забирает земли. Я вот сейчас начал понимать принципы работы картофелекопалки. То есть большой объем земли она не может переварить, сквозь себя пропустить. И у меня получается на левой борозне канава. Мотоблок очень много зачерпывает земли. Все работает, но объем земли настолько большой, что мотоблок начинает зарываться, еще глубже берет и по итогу уже не идет. То есть левую борозну я буду, наверное, получается, вручную копать. Перейду сейчас на следующую, посмотрим, что здесь получится. Думал, что если я пущу конвейер, будет лучше. В итоге конвейер в землю ушел, надо поднимать опять. Надо, блин, идти заново. Что ты, Вова, ходишь? Забирайте это. Слушай, какой вопрос? 5 рублей надо до вечера. Да ну, Вова, нету. Лёх, ну серьезно. Ну, во-первых, у меня налички нет. Во-вторых, ну, с какой стати, Вов? Ну что, мой прикол с картофелекопалкой, наверное, закончится, потому что основная причина того, слишком глубокие борозны я сделал. Получается, картофелекопалка не перерабатывает весь этот объем земли, не может пропустить сквозь себя. Мотоблок начинает просто зарываться. И протрясти тоже так же не может. Вот я сейчас вилами проходился, в земле остается картошка. Ну, так вот, я думаю, это видео растянется на несколько дней. Так вот получилось. И буду искать, скорее всего, как это, ну, в виде плуга картофелекопалка с перьями. Я думаю, это сейчас будет самый простейший вариант, чем мучиться с картофелекопалкой с этой, и она все равно ничего не делает. Жаль, но ничего страшного. В этот раз не получилось, получится в следующий раз. Ну, немножко, конечно, я расстроился. Думал, я там сейчас накопаю тут. Ну, как есть. Есть, конечно, плуг, можно и плугом, но лучше этим ушастым, как окучник. Лучше им. Сейчас немножко сумел побороть проблему с тем, что конвейер землю не проводит, увеличив обороты, и стало лучше. Но из-за глубины
Все же вот это окучивание, да, глубокие борозны красивые получились, но сейчас впору бы оску поставить на мотоблок, шины оски. Они бы были, мотоблок был бы выше, было бы лучше. Вот сейчас оска отлично бы подошла, которой у меня нет, у меня МРЛ стоит. Не, наверное, все-таки получится мне работать с картофелекопалкой. Алгоритм выработал какой? Во-первых, надо обороты больше держать. Чем больше тряски, сейчас земля сухая, пропускает он сквозь себя. Но, получается, которую борозну выкопал, я землю раскидываю влево-вправо, влево-вправо. Благодаря этому колея чуть-чуть уменьшается и уже хорошо. То есть для картофелекопалки слишком глубокие не нужно. Ну, вот так вот. Урожай как есть, видите, дети помогают. Так вот семейно будем выкапывать. Картошка нормальная, мне нравится. Ну, не такая, конечно, но достаточно неплохо. Может быть, стоит 2 раза пройтись, я вот даже не знаю. Ну, будем в процессе работы обучаться. Для первого раза вообще идеально, считаю. Ну вот так вот, алгоритм выстраивается, все нормально. Прохожу борозну, вилами раскидываю, заодно и чищу от сорняка. Вот, и потом следующую иду уже одним колесом повыше. Уже этого хватает. Картофелекопалка убираю чисто. Он у меня помощник тоже сорняк чистит. Вот это сорняк выкидывай за огород. Не на огород, а за огород. То есть умение приходит постепенно. Я думал, получится с первого раза, тут сразу все отлично. Нет, с первого раза не получается. Ну, картошка такая себе, не крупная, скажем так, средняя в меньшую сторону все же. Ну, по крайней мере, сейчас вот по этой песчанке. Ну, я напомню, что здесь не было ни навоза, ничего. И земля это раньше была кустами, лозинниками, там, черт всем чем угодно. Моя ошибка основная, что слишком глубоко я сделал межборозенное пространство. Ну, ничего. Не сделав ошибки, не научишься. Кстати, вот на видео попал, я даже не буду вырезать, специально оставлю его в кадре. Вот человек, который за 3 года слился в ноль. Вот и не знаю, как люди быстро опускаются. То есть буквально за меньше 3 лет он распродал все. Ну, каждому свое.
мешает сорняк, потому что облепляет он, нависает на эту картофелекопалку. Картофелекопалка копает хорошо, но вот ее больше не вперед-назад, как она должна быть, а вот когда оборот увеличиваешь, и влево-вправо начинает колбаситься. Но если на низких оборотах, в моем случае, работать, тогда она задыхается. Надо много земли через себя продавить, при этом еще сорняк мешает, и получается, увеличиваешь обороты, она тогда ей легче работать, но при этом картошку травмируешь. Ну, как-то так, в общем, 4 бы разных сделал, остальное завтра. На ночь дожди передавали, не знаю, насколько это помешает. Вообще, может, невозможно будет копать, надо будет ждать, пока просохнет. Ну, я специально самую влажную свою часть, левую часть огорода прошелся. В этом месте картошка средне-мелкая, не крупная. Ну, навоза не было, ничего не было, просто земля. Пока что все. Продолжаем работать, продолжаем копать картошку. Проблема какая оказалась? Я еще вчера говорил, что... Ну, это не вчера, а позавчера. Что у меня картофеля сажалка вот так вот ходуном ходит, влево-вправо. И травмирует картошку. Я думаю, что за ерунда? Что она так стала работать? И как-то я вот смотрел. Во время работы этого не видно. А в процессе оказалось вот. Сломался болт крепления конвейера. Повылетало все. Но он не мог открутиться. Тут, скорее всего, он сломался. Других я вариантов тут не вижу. Ну и втулки, да, конечно, в таком состоянии. В убогом. Вылетело. И все, я начал влево-право барабанить. Не вперед-назад, а влево-право. Ну, в общем, купил я жигулевские втулки. Сейчас быстренько отремонтирую. Вот одну я нашел, вторую купил. А также купил цельную. Вот я не знаю, сумею цельную вставить или нет. Может, она попрочнее будет. Сейчас буду смотреть. Да, тут и цельная становится. Так что, может быть, не знаю, что лучше, что толще или что надежней. Попробую вставить цельную, посмотреть. Может, хоть не потеряется. Сейчас смажу ее мылом, да включу. Так, мыло мылом, ВДшкой, короче, я просто смажу. Я думаю, этого будет даже лучше. Так, а помимо еще там какая-то трубочка была внутри, по-моему. О, как родная стала. Не знаю, почему они делают из 2 половинок. Может быть, из 2 это правильнее. Ну, сделал я цельную, поставил. Я не думаю, что он открутился, потому что там гайка с упором пластиковым. Я думаю, скорее всего, он просто сломался от вибрации. Вот я не знаю, эта втулочка нужна, металлическая. Ну, раз валяется, значит, нужна. Ну, вот так вот. Отремонтировали. А я копаю, думаю, что за ерунда, что ее влево-право молотит. Обороты надо давать, а тогда, чтобы переваривать объем земли большой. Обороты даю ее влево-вправо и картошку травмирую. Думаю, что за ерунда такая. Вот оно в чем оказалось дело. Не нашел я, к сожалению, гайки с пластиковым стопором. Так что поставлю просто через гравер. Ну, эти, конечно, втулки все крив, кость, блин, все тут потресканное. Я вот все засматриваюсь на адаптер, Хорсом ИС-2. Может быть, у кого-то есть такой, подскажите. Стоит ли он того? Деньги, ну, большие, там что-то 1800 стоит. Ну, вообще, то есть, стоящая ли эта тема? Можно ли с ним работать именно так, как описано в роликах? Потому что именно обзора честного я так и не нашел от частного лица. Все фирмы до фирмы. Есть и других производителей, там российский, как-то тульский, по-моему. АМ1 или ТМ1, я не помню. Ну, там один честный обзор нашел, парень молодец. Все точки над «и» расставил. Вот там адаптер такой хреновенький, российский, для МТЗ. Но они это подкупают тем, что они в комплекте ложат переходник через карданное соединение на фрезу. Но это единственный плюс. Хотя, говорят, он там тоже ломается быстро. Вот. Но вот ИС-2 как танк. Интересно, конечно. Выглядит как квадроцикл, красиво. Только что дорого. Ну да бог с ним. Если у кого-то есть, подскажите.
стоит ли с ним связываться. Ну что, продолжаем копать картошку. Из минусов слишком глубокие борозны я сделал. Большой объем земли. Получается, мотоблок чуть ли не ползет по земле. Надо включать обороты, при этом травмируется картошка, чтобы переваривать. Как я уже много раз говорил, не сделав ошибки, не научишься. Я уже теперь понимаю, что такие глубокие не нужны. Там надо... И сорняк. Сорняк тоже набивается на это, не дает земле пройти сквозь картофель копалку. Из-за глубоких борозен мне приходится левую борозну после выкапывания картошки сдвигать под колесо. То есть лишнюю работу надо делать. Ну и, конечно, запылило мне. В прошлый раз вот я работал, запылило фильтр. Мотоблок даже тянуть перестал. Ну, компрессором продулся и все нормально стало. Сорняк, паскуда. Сорняк мешает вообще трындец. Набивается... А, я не в ту борозну стал. Набивается на нож. Земля не может пройти. Картофелекопалка не может переработать землю. Также отмечу минус. Это что не регулируется угол атаки ножа. Из-за глубоких борозен здесь он закапывается у меня. Получается так. Если бы нож чуть-чуть выставить горизонтально над землей, а не под углом, было бы лучше. В следующем году я уже такой ошибки не допущу. Буду мельче садить и, точнее, меньше окучивать, надо не так глубоко стараться. И второй момент, надо бороться с сорняком жесточайшим образом, потому что невозможно идти. Так бы прошелся и все, а так фиг набивается и все. Да, и регулировка. Регулировка угла атаки. Кстати, может быть и можно на одно, а нет, она биться будет. Будет биться. Пока я тут страдал с этими забиваниями, тут мне позвонил товарищ мой, Андрюха Андрукевич, канал у него есть. Вот, посоветовал мне поставить колеса на 70. У меня они сейчас стоят на 60, и получается земля набивается, упирается сюда и не уходит никуда. Посоветовал мне поставить колеса на 70, и, соответственно, она будет расползаться уже по сторонам, не будет такое забитие. Ну что ж, я это сейчас быстренько и сделаю, потому что сейчас, как сейчас, работать невозможно. Очень тяжело из-за сорняка, да и просто из-за объема земли. Сейчас быстренько все буду переставлять. А для этого нам надо скинуть грузы. Я еще эту работу никогда не делал. Думаю, как это размеры выставляются они. Андрюха сразу и посоветовал. Говорит, просто местами колеса переставить, и это будет 70. Ну, отлично, так и сделаем, значит. А как эти шпильки выкручивать? А, они просто крутятся. Чтобы выкрутить болт, так как не за что крутить, видишь? Руками не позволяет. Можно две гайки законтрагать друг относительно друга.
Получается, одну в одну сторону, вторую во вторую. Так вот. И теперь они уперлись друг в друга, и теперь будет болт выкручиваться. Прикольно. Понимаешь? Называется контрагайз. Ты типа как головку сделал, только уже. Да, только одну, получается, в одну сторону крутил, вторую во вторую. Вот. А теперь в обратную сторону раскручиваем. Он как вот тут такую шляпку сделал. Да, и все, видишь, теперь они свободно открутились. То же самое здесь. Не понял. Почему такое чувство, что он как-то упирается? Причем до этого не упиралось, сейчас стал упираться. Шпильки стали длиннее, что ли? Из-за перестановки колес, получается, эти шпильки стали длиннее. И я не могу их поставить, они упираются в эти утяжелители добавочные. Что делать от этого? Дело только одно. Рассверливать отверстия крепежные. Достаточно 2 рассверлить. И поставить утяжелители добавочные изнаночной стороной. Высверливание отверстий решило проблему. Теперь утяжелитель отдается до конца, и внутренние шпильки первого утяжелителя не мешают. Не знал, что в этом шуруповерте существует некая защита от перегрева. Он сам останавливается, и все. То есть есть какая-то защита, это большой плюс, чтобы не сжечь его. Обзор шуруповерта, кстати, есть на канале у меня. Там все есть. Все отлично, все плотненько. Высверлив отверстия чуть-чуть, которые под монтажные шпильки. Буквально и стало все хорошо. Ну что ж, продолжим копать картошку. Ну, значит так, расставив колеса шире, я добился то, что не надо мне ходить разравнивать ногами. Чтобы поднять колею,
чтобы выше мотоблок шел. Уже достаточно на 70 хорошо и так работает. Проблема сорняка остается актуальной, очень актуальная. Из-за сорняка земля держится и получается мотоблок ее перед собой двинет. Картофелесажалка, копалка не может пропустить сквозь себя. Ну вот расставив колеса, мы, во-первых, да, стало лучше по глубокой колее идти, и землю сквозь себя по краям пропускает, также улучшило. Вот. Ну, сорняк есть сорняк. Промашка моя, потому что забил, поленился, не думал, что это... Ну, вообще, я никогда не работал с картофелескопалкой, чтобы знать все нюансы. Но зато теперь все знаю, что с сорняком надо бороться самым беспощадным способом. Ну, а в остальном нормально. Урожай и так себе, средний в меньшую сторону. Больших, в принципе, нету. Это еще, наверное, у меня не сортовая картошка, но или уже дошел я до сортовой. Ну, бог с ней. Я не буду там заморачиваться, брать по отдельности, все пойдет в одну кучу. Просто сволочной. Вот у нее корневая система такая уже волосатая, она вот все держит это. Я ожидал, в начале работы я вообще ожидал худшего, потому что вообще ничего не получалось. Сейчас уже более-менее понял, как регулировать высоту картофелекопалки. Да, нож, конечно, плохо, что не регулируется, но там даже возможности нет регулировки. Даже если отверстие просверлишь, там тогда будут болты биться, если нож чуть приподнять. Верхний сорняк еще полбеды. Это куда ни шло. Самое тяжелое — это боковой сорняк. Мне сейчас, не знаю, пришла мысль дурацкая в голову. Может, не дурацкая. Пришла мне мысль в голову попробовать ради эксперимента взять окучниками, раздвинуть пошире и заузить борозны. Может быть, и боковой тогда сорняк я сниму заодно. Может быть, легче станет работать. Потому что вот на этой борозне она у меня вообще какая-то широкая получилась, не знаю почему. Так на ней вообще кошмар. 2 метра и становится. Набивается именно по бокам. Так, ну вот и настал 3-й день моей работы. По часть середины, где я тут выбирал картошку, 3-4 борозны, у меня камера разрядилась, я не заметил этого. Я говорил про окучивание. Это действительно здорово помогает. Получается, когда борозны в виде трапеции, объем картофелекопалк не может переварить такой большой земли. Плюс еще сорняк по бокам очень сильно мешает. Боковые стороны забиваются, и сорняк не может, и земля не может пройти сквозь картофелекопалку. Выставил я не на максимум сейчас, но выставил я на окучниках максимальное раскрытие. Сейчас выставлю, еще раз пройдусь. И ради съемки, и ради того, чтобы еще было удобней. То есть надо создать треугольник, борозну треугольник. Тогда картофелекопалка прям, значительно легче с ней работать. Плюс широкие крылья сдирают проса, сдвигают его достаточно хорошо. Перед работой картофелекопалкой желательно, если у вас небольшой объем, если у вас большой объем, глубокие борозны, как я по ошибке сделал, то вам, хотя я даже не знаю, наверное, в любом случае желательно пройти окучниками, создать подобие треугольника, чтобы картофелекопалка легче пропускала сквозь себя землю. Сейчас с утра прошел дождик, сегодня, получается, 30 августа. Не знаю, надеюсь, что это не сильно помешает, но так, конечно, небо заволокло тучами. Будем надеяться, что успею. Осталось мне 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 борозен плюс 2 остатка. Выставляю ее на максимум.
раскрытия, чтобы содрать максимальное количество проса и кореньев проса, как у меня вроде проса тут. И, соответственно, сделать треугольник. Часть картошки, естественно, выпадет, но это просто собрать надо будет пройтись. Иначе никак, иначе она забивается. Каждые 2-3 метра не дает копать картофель копалки. Также обратил внимание, сами опорные пятки также опускаются. Точнее, поднимаются вовнутрь. Не удерживает их. Упорный винт надо контролировать. Также при заводке обратил внимание, что лучше не просто дергать, а дождаться именно упора. Как бы я вроде бы уже давно с мотоблоком, относительно давно, этот сезон. Но чтобы не было и обратного удара, не на там, где легко тянется, а именно надо словить этот упор, когда сопротивление большое, тогда рывок делать. Может быть, все об этом знают, но как бы я не задумывался. Вот она получается ближе к треугольнику и очень хорошо убирает солому эту от проса. Так, дождь сильно землю не намочил, а то барабанил сильно, я уже испугался, думал, вообще не смогу картофелькопалкой работать. На максимальном раскрытии окучников с большего я содрал проса боковое, которое больше всего не дает работать. Посмотрим, насколько мой метод окажется эффективный. Но он и так эффективный, когда я ту часть обрабатывал не на таком большом раскрытии, на чуть меньшем, уже стало легче значительно работать. Кстати, при прошлом копании я говорил, что у меня поломался болт. В этом раз тоже гайка соскочила, гравер плохо держал и постепенно открутился. Но благодаря тому, что длинный болт длиннее оказался, чем надо было, я купил. И цельная втулка, не две половинки, а цельная. Все на месте удержалось, и картофелькопалка доработала до конца. И опять же я не заметил в пылу работы о том, что у меня открутилась гайка. Но тем не менее, то есть совет мой менять все втулки, менять, не менять, но дело ваше, использовать цельные втулки. После того, как износили старые, лучше взять цельную, вставить ее, смазал, вставил и все. Она-то стоит незначительно дороже, по-моему, белорусских там что-то 1,5 рубля. Зато стоит надежно.
Ну, как-то вот так вот получилось выкопать мне картофель. Алгоритм какой получился, если у кого-то подобно, как у меня, причины, проблемы. Сначала проходите окучниками на максимальной ширине крыльев. Даже можно чуть ближе поставить окучники, чтобы на одну борозну именно воздействовать. И чтобы ее содрать по бокам и придать ей какую-то пирамидку. Второй момент. Если у вас не оска резина, а у меня МРЛ, получилось, что слишком глубокие я сделал канавки, низ поразен. Просто пошел в конце, уже догадался проехаться мотоблоком по гребням, и все. И уже оставшиеся борозны я, в принципе, за один раз проходил, даже с учетом сорняка. На будущее сорняк выжигать к ядрене фени, ни в коем случае не давать ему вырасти до таких вот масштабов. Косьба не помогает, косьба только сверху скосила все, а коренья не остаются и никуда не деются. Первые 4 борозны я садил под картофелекопалку, это есть в ролике. Один зритель правильно заметил, говорит, вы слишком глубоко посадили. Я думал, пройдусь окучниками и сумею там выкопать. Ни черта подобного. Проехал вот первые 4 борозны, которые садил под картофелекосажалку, сейчас проехал, собрал буквально по одному ведру. Думаю, что за неурожайность такая? Самая как бы лучшая земля в первых 4, там, ну, первых 7, 8. Дальше похуже земля. И все равно получилось, что очень низкая урожайность. Высохла она, что ли, не высохла. Вот потом вспомнил слова зрителя и одел я плуг. И еще раз прошелся по этим борознам. Оказывается, все верно. Пошел, и только где выкопала она, где срезала по бокам, пополам. То есть картошка очень глубоко сидит. Вот под картофелесажалку из-за моих допущенных ошибок, что я сначала проехался, ну, короче, там все в ролике есть, там все ошибки там налицо. Все оказалось так, как и было. Очень глубоко посаженная картошка. Сейчас я еще погоняю, вот сейчас я плугом тут 2 раза проехался, 3 раза. Сейчас еще раз поезжу, ну, как-то травмируется она очень. Плуг именно едет как раз вот, чтобы порезать ее. Ну, как бы так. Это не такая большая проблема для меня. Это все как бы один большой эксперимент и, опять же, обучение. Как работаешь, как получается, как... Проехался плугом там, где уже картофелекопалка выкопала, где я садил подокучники. Подокучник, который сместил на центр. Здесь прошелся, здесь все чистенько. Ничего нету, только то, что сами проворонили. Первое. Самое главное, не допускайте роста проса. Это паскудство такое еще. Мало того, что толстые верхние, как солома сверху стоит, так еще и внизу сильная корневая система забивает картофелесажалку, и копалку. Второй момент. Окучниками, если уж так получилось, окучниками прошлись на широких ушами окучника продрать именно боковое просо, ну, либо сорняк. Третий момент. Если очень высоко, можно ногами пройтись, но легче оказалось пройтись самим мотоблоком. Сверху поездил мотоблоком, опустил гребни, все. Основная проблема, что мотоблок носом упирается, хоть я и подножку снял, и все равно он упирается и не дает
все, буксует на месте. С картофелесажалкой еще повоюем, но как-то я скептически к этому отношусь, потому что такая вещь, ну, время покажет. Не буду ничего загадывать. Уже мне не 20 лет, чтобы прямо рубить с плеча и все. В 40 лет каждый понимает, что ничего не бывает однозначно. Все, если доработать, ко всему можно прийти. Момент смешной для меня оказался. Я все время забываю, что у меня регулируется руль. И я вешу на этой на мотоблоке, упираюсь в раму картофелекопалки. И тут у меня осеняет. У меня же руль регулируется. Опускаю руль вниз, все, становится все настолько заметно легче. И помощь оказываешь мотоблоку небольшую, и то, и все. Ну, короче, вот так. Все время забываю, что есть регулировка руля. Не забывайте об этом. Так вот с моими детьми, с семьей выкопали мы картошку. Урожайность сейчас покажу. Хвастаться нечем. Но в защиту скажу, что земля это... 2 года назад здесь стоял лес. Сейчас я вот покажу, какого типа лес. 2 года назад вот это было моим огородом, нынешним. Беспросветный кустарник. То же самое было здесь. Где сейчас березки красиво стоят. То же самое здесь. Здесь было не пройти. Здесь свалка, мусор. Люди не выносили далеко мусор, особенно тут. Не в обиду никому сказано. Раньше здесь у меня жили россияне, приехали с Урала. Дело не в национальности, дело в самих людях. Эти люди были свиньи. Такие свиньи, что они за 10 лет жизни, они купили в 2001 году, по-моему, мне продали в 2015. Они ни разу мусор не вынесли. Мы тут чудовищное количество мусора вывезли. Тут все очищали, все убирали. Вот. Тут лозняк этот я вырубал. Все. То есть эта земля, ну, она по сути пустая. На ней нету ничего. Она была высосана деревьями, там, всем прочим. Вот. Так что урожайность низкая. Ничего не вносил, ничего не делал. Соответственно, раз пусто, значит пусто. Что выросло, то выросло. И этому рады. В комментариях было, зачем тебе это нужно, картошка становится бесценной. Сам процесс нравится. Нравится вот работать с землей. Вот что-то не знаю, вот в детстве ненавидел все это. В детстве было, отвращение вызывало, аж тошнило. Попросят покопать картошку, там больше 100 метров борозной длиной. И трындец, там ненавидел ее. Думал, никогда в жизни, я думал, не свяжусь с подобного типа сельским хозяйством. Вот мне стало 42 года. Стало так интересно ковыряться в земле. В процессе все это изучаешь, все это приходит, все это интересно. Оно действительно интересно. Никогда же не думал, что так просто работу испортит. Ну, в общем-то, все. С картошкой мы закончили. Сейчас я тут еще прогоню плугом несколько раз. Попробую там что-нибудь остатки выкопать. Ну и все на этом. И потом переключимся на урожайность и на размеры картошки. Вот моя урожайность. Вот это большая картошка, это редкость. В основном размеры где-то вот такие. В 1,5 раза меньше. Много очень мелочи. Вот такая урожайность в данном случае. То есть понятно, что тут и проса добавляла, высасывала соки из земли, и отсутствие удобрений. Ну, как есть, все по-честному. Окупилось ли мне в этом году вложение? Пока я не считаю мотоблок вложением и всю навеску, а именно покупка семенной картошки и отдача. Я думаю, что не окупилось, даже близко. Тут 5-6 мешков, наверное, а качественный так еще меньше. Зато свое, как говорится. Виноград зато свой. Ну так, отсортируем картошку и тогда покажу уже конкретный результат по мешкам. Сколько пригодной к употреблению, сколько непригодной. Может быть еще и год плохой. Почему-то вот картошка потресканная, очень много потресканной картошки, обратил внимание. Я такого, в принципе, вообще раньше не видел, чтобы она трескалась. Ну, как-то не бывало такого. А тут прям каждая третья, наверное, картошка потресканная. Может быть, это травмы при хотя посадка, причем посадка, это же материнская картошка. А вот именно вот сорт, вот этот такой красноватый,
он оказался самым большим. Что за... Я даже не знаю, что это за картошка такая цветная. Фиолетовая назвать или как красная она. Вот она такая вообще самая хорошая из всех. Ну все, отсортируем, покажу. Так, ну и вот уже по картошке финальная. Больше снимать уже ничего не буду. Получается у нас... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 26 ведер у нас именно крупной картошки. Я думаю, что еще здесь товарной картошки я тоже найду. Ну, от этой кучи процентов, ну, 20-30 максимум. Именно товарной, которая такая хорошая, удобно чистить. Ну, а в остальном тоже как бы картошки хватает. Бедствовать не будем. Посадили мы, получается, это 23 ведра картошки семенной. Накопали 26, и еще здесь какой-то объем будет. Ну, грубо 30. То есть, получается, где-то 1 к 2. Ну, больше получится, но тут мелочь остальное. То есть, сразу можно на семенную часть отделять большую. Ну, я бы назвал это скорее 1 к 2, чем 1 к 3. 1 к 3 тут, ну, никак не подходит. Ну, хотя куча еще большая, еще работы много. Вот сидел, перебирал. Так что вот так, да. Картошка — это дело не дешевое, но оно того стоит, потому что это свое. Картошка меленькая. Вот интересно, что вот картошка это выросла такой. Вот картошина, она такой выросла. Ее не повредил никто, ничего не подрезал, никак. Вот она потрескана. И именно такие, это самые большие трещины. Но вообще есть много картошки треснутой. Я так понимаю, это скорее всего из-за жары, из-за высокой температуры. Ну, других вариантов я просто не вижу. Вердикт по картофелекопалке. Вещь годная, но как бы с нюансами. Нюансы, потому что они, как бы эти нюансы в основном только из-за забивания ее. Сайлентблоки лучше ставить, где есть возможность цельные, они тогда не потеряются хотя бы так. После работы я чуть сильнее зажал, и гайка выдержала, не открутилась. Вот этот у меня потерялся в 2 раза, гайка потерялась. Когда 2-й раз я потерял, я уже говорил, что сайлентблок на месте удержался, потому что он был цельный. А сайлентблоки, которые раздельные, они норовят вылезти постоянно куда-то. Больших проблем я больше по ней не заметил. Основная проблема — это то, что из-за высоты гребней мотоблок в морду упирается. Вот это была проблема. Вот потом, когда я проехался мотоблоком поверху, по гребням, стало значительно лучше. Вот. Ну, в общем-то, так. Картофелекопалка показала себя неплохо. Я не знаю, сморгонская лучше или нет. Как бы ты больших отличий там и не заметил. Да, у нее нож другой, глубже берет. Но опять же, объем земли и так большой. А как она там переваривает ее? Также рекомендовал мне зритель, что надо шлифовать нож, который режет землю, да, чтобы на него земля не налипала. Согласен. Я не шлифовал. Но надо шлифовать. Желательно. Картофелесажалка мне копалка мне понравилась тем, что она облегчает работу. Загнутые мои конвейер тоже нормально себя показал. Картошку особо не закидывал, и она просто танцевала на конвейере. Приходилось, там вообще рекомендуется чуть ли не на холостых оборотах работать. Но нет, у меня так не получалось. Из-за объема земли приходилось обороты все же повышать. Картошка при этом, конечно, травмировалась. Но просто когда больше вибраций, тогда земля легче проходила сквозь картофелекопалку. При этом, конечно, не помешало бы МТЗ, вот именно для таких целей, все же пониженная передача. Понятно, что первая передача, она и так-то не сильно быстрая, но именно в этой работе чуть-чуть помедленнее было бы не хуже. Было бы пониженная первая, вообще было шикарно было. Можно было бы спокойно отпускать, и он бы успевал бы протрясти. А так чуть-чуть все-таки быстрее движется, чем нужно. Ну, в моем случае. Может быть, у кого-то иначе, и тогда все хорошо. Ну, как бы я не знаю, я тут поспрашивал у соседей, то у многих картошка оказалась именно мелкая. Мелкая, потому что, ну, я так понимаю, мало осадков было. Ну, на этом все. По картофелекопанию все. Все нравится. Нравится работать. Тяжело, но все равно нравится. Руки аж, потом в горячей воде моешь, аж током бьется. Кожа настолько уже продавлена, что неприятно. Но все равно нравится. Все равно чувствуешь себя каким-то мини-фермером. Это в любом случае лучше, чем сидеть дома. В любом случае лучше, чем купить картошку на ярмарке, лучше, чем купить картошку в магазине. Понимание того, что ты видел ее от начала до конца,
как она росла, как она так или иначе выросла и выкопалась, вот это больше мне льстит, чем что можно купить. Да, картошки объем, который я мог бы купить благодаря тому, чтобы не тратился на это, значительно, невероятно больше. Ну, а с другой стороны, а чем тогда заниматься? Лежать на диване, быть диванным критиком, как в серии это, либо как мой сосед, жизнь пропивать. В этом нет смысла. Смысл в движении, смысл в интересе. Смысл в жизни в том, чтобы тебе это приносило душевную радость. Не дашь ты мне поговорить, да?